А параллельно переговоры идут в Лондоне. Значит, переговоры эти идут неофициально, и это неудивительно. То есть, вот, опять же, Кирилл Александров нам указывает на то, что не было таких влиятельных фигур в англо-немецких переговорах, какие были в советско-немецких переговорах. Что люди уровня Молотова и Риббентропа в них не участвовали. Ну, во-первых, в англо-советских переговорах с английской и французской стороны тоже не участвовал уровня Чемберлена и Даладье. На это надо откровенно указать. Во-вторых, очень часто переговоры начинаются, пробные шары пускаются неофициально. Это, в принципе, нормальная практика. Достаточно обратиться, например, к истории Карибского кризиса, когда договоренность была достигнута в результате первоначальные переговоры, да, они шли через второстепенных лиц, через эмиссаров. Да? Вот. Но, тем не менее, переговоры эти были очень серьезны. У них было несколько измерений. То есть, сначала англичане пытались установить с немцами контакт через шведского промышленника Далеруса. Потом параллельно немцы прислали на переговоры с главным советником по внешней политике Чемберлена сэром Горасом Вильсоном немецкого чиновника Гельмута Вольтата. Вот это был, наверное, самый такой интенсивный переговорный процесс. Значит, переговоры шли на следующую тему. Что необходимо, главный враг – это все равно коммунизм, необходимо заключить мир, заключить договор о ненападении между Англией и Германией, и даже не просто договор о ненападении, а, возможно, опубликовать публичную декларацию, в которой бы обе стороны декларировали отказ от применения силы, отказ от агрессии. Вот. Но взамен этого англичане были готовы согласиться с разделом сфер влияния, по которым Восточная Европа и Юго-Восточная Европа входили в сферу влияния Германии. Это означало, что Германия не должна нападать на Польшу, не должна нападать на Румынию, но она может пользоваться там преобладающим влиянием. То же самое с Прибалтикой. Да, то есть она может пользоваться преобладающим влиянием. А это, в свою очередь, открывало широкие возможности для, так сказать, ползучего мирного вступления этих государств, если не в состав немецкой империи, то, во всяком случае, в превращении в сателлитов Германии. То есть, ну, вот Прибалтика, например, приглашает немецкие войска разместиться на своей территории. Все нормально, это никак не противоречит их договоренностям с Англией. Таким образом, Германия реализовала бы свои возможности, предоставленные ей вот по этому англо-немецкому договору. То есть, для Англии было очень важно слезть, для Чемберлена было очень важно слезть с гарантий, которые не дали Польше. Вот. И они искали к этому пути, и нельзя не сказать, что у них ничего в этом направлении не получалось, потому что переговоры Вольтата привели к тому, что 23 августа в Лондон должен был прилететь уже не второстепенный человек, а очень даже первостепенный, а именно Герман Геринг. Его ожидали в Лондоне 23 августа. И, скорее всего, если бы Молотов и Риббентроп не договорились в Москве, то договариваться полетел бы Геринг. Вот. Хотя нельзя исключать, мы же до конца не знаем, как работала мысль Гитлера, нельзя исключать, что и это был с точки зрения англичан, с точки зрения немцев отвлекающий маневр. То есть, все с помощью переговоров пытались друг друга напугать. Вот. Но англичане-то до конца, по всей видимости, верили, ну, точнее, не англичане, Чемберлен и Галифакс, до конца верили, что с немцами удастся договориться. И поэтому с русскими договариваться до конца не надо, нужно только вот затянуть. Вот. Ну, а теперь я бы хотел еще одно измерение в наш разговор добавить, потому что без него мы вообще ничего не поймем. Дело в том, что идет война на Дальнем Востоке. У Германии два могущественных союзника. Это Италия, с которой как раз заключается так называемый Стальной пакт о военном союзе, и Германия, и Япония, партнер немцев по антикоминтерновскому пакту.
И вот Япония в это время вторгается в Монголию. И начинаются с мая боевые действия на реке Халхингол, которые грозят перерасти в полномасштабную войну. Опять же, Кирилл Александров в упомянутом мною интервью нам сообщает, что это была не политика Токио, а авантюрная политика непосредственно руководства Квантунской армии. Какое бодрое руководство. Мы отсылаем наших зрителей, читателей к статье специалиста по данному вопросу, доктора исторических наук Анатолия Кошкина, у которого здесь в этом сборнике опубликована статья «На границе тучи ходят хмуро. СССР и Япония накануне Второй мировой войны». Зачитаю просто, чтобы было понятно. Хотя в официальной японской историографии утверждается, что события на Халхинголе не были спланированы центральным военно-политическим руководством Японии, а первоначально были ничем иным, как одним из многочисленных пограничных инцидентов, в действительности это не так. В Москве о готовящейся в очередной вооруженной провокации против СССР знали заранее. 3 марта 1939 года разведывательное управление РККА информировало руководство страны. Английские круги в Китае считают весьма вероятным, что японцы в ближайшее время предпримут новое вторжение на советскую территорию, причем предполагают, что масштаб этой провокации будет более крупным, чем это было в районе озера Хасан в июле-августе 1938 года. Однако, ввиду того, что цель предстоящего вторжения на территорию СССР заключается в том, чтобы поднять патриотические настроения в японской армии и в народе, это вторжение не будет глубоким, и японцы постараются уладить этот инцидент. В японских военных кругах в Шанхае муссируются слухи о том, что в мае 1939 года следует ожидать большого выступления против СССР, причем, по слухам, это выступление может вылиться в войну. По сведениям, требующим проверки, генерал-лейтенант Кандзи Исихара в настоящее время совершает объезд пограничных частей и укрепленных районов на маньчжурско-советской границе, где проводит инструктивные совещания с командным составом. Японские военные круги в Шанхае рассматривают эту поездку Исихары как часть плана подготовки к новому нападению на СССР. То есть, иными словами, на Дальнем Востоке складывается ситуация, которая может перерасти в большую войну с Японией, с главным союзником Германии. И эта ситуация еще более усугубляется позицией Англии по отношению к Японии. Дело в том, что в июле заключается так называемое соглашение Арита-Крейги, которое расценивалось в советских кругах как Дальневосточный Мюнхен. Англия дает согласие на преобладающее положение Японии в Китае, фактически соглашается там со всеми. Япония в это время ведет кровопролитную войну в Китае, захватническую войну, и Англия соглашается с тем, что Япония имеет на это право. То есть, отказывается от возможного вмешательства в японо-китайскую войну, отказывается от поддержки Китая. Вот. И поэтому ситуация очень тяжелая. То есть, существует немецкая угроза войны в Европе и угроза на Дальнем Востоке. Над Советским Союзом нависает возможность войны на два фронта. Естественно, что это необходимо учитывать. Такое не выдерживает практически никто, если на два фронта. В этих условиях активизируются договоренности, переговоры с Германией. Причем исходят они наиболее интенсивный импульс исходит именно с немецкой стороны. Потому что Гитлера не устраивает предложение Англии. То есть, они могли бы устроить как план Б, потому что они в любом случае улучшали бы его геостратегическое положение. Он, скорее всего, получил бы Данциг, конечно, он получил бы этот экстерриториальный коридор, вот, он прочил бы свое положение в странах Прибалтики, вот, и, возможно, усилил бы свое влияние и непосредственно в Польше, потому что если бы западные державы сдали Данциг, то Польше стало бы понятно, что Запад их не защищает. Вот. И они по-другому бы начали общаться с Германией, конечно. Вот. Но пока они думали, что Запад их защищает, они общались с немцами высокомерно. Однако это все-таки был такой медленный план, а Гитлер уже почувствовал свою силу. Он понимал, что его боятся, и ему казалось, что он сумеет. Он был авантюрист по натуре, и ему, по всей видимости, казалось, что он сумеет Запад согнуть. Он думал, что даже если он начнет войну против Польши, если он разобьет Польшу, то все равно он принудит западные державы к миру.
Он думал, что Англия и Франция не захотят воевать. И, забегая вперед, скажем, что так его политика и строилась. После того, как Польша была разбита, он несколько раз предлагал мир Западу, потому что он не хотел дальше продолжать эту войну. Его целью был Советский Союз дальше. Вот. Но, тем не менее, сейчас Гитлер считает войну с СССР преждевременной, вот, и он хочет, чтобы ему дали, наконец, решить польские вопросы. Он считает, что он сможет его решить на 100%. Отсюда предложение к СССР. И вот это предложение, единственное из всех предложений, которые были сделаны в условиях 1939 года, открывает уникальное окно возможностей для Советского Союза. Оно позволяет Советскому Союзу закрыть возможные коридоры вторжения, поскольку Германия на этом этапе на все согласна. Она согласна передать в сферу влияния СССР Прибалтику, Финляндию, то, что мы сейчас называем Западной Украиной, Западной Белоруссией. Тогда с запада это казалось, что это Восточная Польша, да? И Бессарабия. То есть часть Румынии, которую, кстати, румынское и советское правительство никогда не признавало, Молдавию. Да, и это, в общем, сильное предложение. Оно кажется в условиях августа 1939 года очень выгодным. И второй момент, тоже очень важный, это разрушает возможность германо-японского согласия в будущей войне. Потому что Япония уже ведет войну против Советского Союза. Причем к моменту заключения пакта Молотова-Риббентропа было непонятно, как закончатся эти боевые действия. Точнее, перелом уже происходил, но все-таки окончательно было неясно, чем закончатся боевые действия на Халхинголе. И пакт Молотова-Риббентропа оказался грандиозным ударом по японо-германскому антисоветскому союзу. Грандиозным. Вот. И поэтому для Советского Союза это, конечно, в этой ситуации это было меньше из зол. Оно оставалось вне войны, закрывало возможные коридоры вторжения и выводило Японию из войны, создавало условия для безопасности границы на Дальнем Востоке. Это было гораздо выгоднее того, что предлагали страны Запада, которые по существу ничего и не предлагали. Вот. То есть предложение, понятно, что политика – это искусство возможного. То есть ты делаешь, конечно, в идеале надо было бы сделать так, чтобы войны вообще не было. Все любили друг друга и жили мирно. Но сделать так нельзя. Вот. И, соответственно, нужно делать то, что было возможно. Вот из всех вариантов, которые были у советского правительства в 1939 году, вот этот был, на мой взгляд, наиболее возможен. Поэтому на него и согласились. Ну, а дальше, ведь события дальнейшие были не предрешены. Потому что, например, могло сохраниться польское государство. Если бы оборона Польши была более успешной, то, возможно, Польша сохранилась бы на карте Европы. И когда заключался пакт Молотова-Риббентропа, там в нем прямо в секретном протоколе даже упоминается выражение «остаточное польское государство». То есть некое польское государство, которое останется по окончании войны. Вот. Но Польша оказать сопротивление не смогла, как мы знаем. Была возможность, что западные державы нанесут удар Германии в тыл, как того и ожидали поляки, вот, и потерпит поражение Германии. Вот. Это было бы очень выгодно Советскому Союзу, поскольку все коридоры осиротели бы молниеносно, Советский Союз мог бы распространить на него свои влияния, оставаясь вне войны. То есть нацистская Германия была бы разгромлена чужими руками. Прекрасный вариант для Советского Союза. Но этого не произошло. Вариант, который также мог бы воплотиться, это затяжная война. Затяжная война, которая продлилась бы очень-очень долго. Вот, обе враждебные группировки ослабили бы друг друга. Вот, Советский Союз все это время мог бы находиться вне войны и наращивать свой потенциал в этот момент. Вот. И угроза тогда была бы ликвидирована. Угроза Советскому Союзу была бы ликвидирована. Вот. Но этот вариант тоже не сработал,
но предполагать, что он не сработает вот в августе 1939 года, было абсолютно невозможно. Возможен был любой из перечисленных вариантов. Вот. Но как бы то ни было, у пакта Молотова-Риббентропа есть два неоспоримых результата. Первый результат заключается в том, что Япония не стала союзником нацистской Германии в войне против СССР. Вот это очень важно. Это очень важно. Это, безусловно, признак большого дипломатического успеха, потому что заключение пакта Молотова-Риббентропа вкупе с военным поражением, которое советские войска нанесли японцам на Халхинголе, вызвали очень серьезный политический кризис в самой Японии. И кабинет, который был настроен на войну против СССР, вынужден был уйти в отставку. Вот. И постепенно стала брать вверх морская партия, которая выступала за агрессию против Соединенных Штатов, за действия на Тихом океане. И, соответственно, Советский Союз остался вне войны с Японией. Именно благодаря своевременному заключению этого пакта. В 1941 году был заключен пакт с Японией, и он действовал всю войну до 1945 года. Поэтому это вот важнейший результат именно договора о ненападении с Германией. И второе – это, конечно, закрытие вот этих коридоров вторжения. Закрытие произошло через присоединение этих территорий к Советскому Союзу. Поэтому нападение Германии в 1941 году осуществлялось с более далеких рубежей, чем это было бы в альтернативном варианте, потому что мы видели, что уже Прибалтика фактически переходила под влияние Рейха. Да? Вот. И, во всяком случае, на этом направлении ситуация была не очень хорошей. Конечно, трагические события 1941 года заставляют нас задуматься о том, что могло бы быть и лучше. Наверное, можно было бы сделать как-то лучше. Да. Вот. Но все-таки никто не хочет думать о том, что могло бы быть и хуже. Могло бы быть и хуже гораздо. Вот. Потому что если бы Советский Союз потерпел такое же поражение, какое потерпела Франция, например, в 1940 году, Франция в известном смысле, конечно, это была трагедия для французского народа, ни в коем случае не хочу как-то оскорбить или унизить, но просто совершенно очевидно, что против Франции велась другая война. Если бы к французскому населению относились так же, как к советскому, то в современной Франции, я думаю, эта оккупация переживалась бы гораздо более остро. Вот. И для Франции речь шла об уничтожении государственности, а для народов СССР речь шла бы об уничтожении, физическом уничтожении людей. Да. Поэтому надо рассматривать не только возможность лучших вариантов, но и гораздо худших вариантов. Это очень часто в научной фантастике есть такой сюжет, когда человек отправляется в прошлое для того, чтобы что-то исправить, возвращается назад, это вообще полный атас произошел. Вот. И мне кажется, что вот историки, которые пытаются переиграть пакт Молотова-Риббентропа или как-то иначе истрактовать какую-то альтернативу, приложить эту ситуацию, попадают в такую же ловушку. То есть у меня все время складывается впечатление, что это не историки, это пропагандисты, пытающиеся перегнуть реальность. Было не так, а было вот так. Вот. И в завершении хотелось бы сказать еще о противоречии капитализм-коммунизм, тема, которую вы затронули, она очень важна, потому что есть течение, вот Кирилл Александров его в частности придерживается, которое предполагает, что Сталин, как хитрый кукловод, строил между собой блок западных демократий и Германию для того, чтобы впоследствии советизировать Европу. Красная армия затачивалась именно под советизацию. Значит, вот в интервью, о котором я говорю, Кирилл Александров цитирует дневник главы Коминтерна Георгия Димитрова, где написано действительно, что записаны слова Сталина. Война идет между двумя группами капиталистических стран. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии было бы расшатано положение богатейших капиталистических стран, особенно Англии. Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему. Я бы хотел прокомментировать эти пассажи. Действительно,
совершенно очевидно, что борьба шла между двумя группировками империалистических стран, и Сталин действительно на это указывал. Однако в этой же записи Георгия Димитрова есть и другой пассаж, который начисто опровергает тезис Александрова и его единомышленников о том, что Сталин с самого начала стремился не заключать никаких договоров с Англией и Францией, с самого начала стремился стравить империалистов для того, чтобы осуществить дело мировой революции и советизировать Европу. Значит, что говорит Сталин дальше? Мы предпочитали соглашение с так называемыми демократическими странами и поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках, и притом за это ничего не платить. Мы, конечно, не пошли бы в батраки, и еще меньше ничего не получая. Вот, то есть в этой же самой записи, да, Сталин Димитрову, своим собеседникам, признает, что предпочтительным вариантом было соглашение с Англией и Францией. Но поскольку это соглашение не состоялось, не по нашей вине, да, потому что они ничего предложить нам не могли, соответственно, мы пошли на соглашение с Германией, и вот началась империалистическая война. Но даже, поэтому это надо учитывать. А второй момент, Сталин ни в этой записи, ни в какой-либо другой записи ничего вообще не говорит о том, что Красная Армия должна вторгнуться, значит, в Европу и ее советизировать. И на самом деле и говорить Сталин такого не мог. Почему? Да, с началом Второй мировой войны оживлялись, значит, аналогии, которые с первой, потому что опыт той эпохи – это опыт Первой мировой войны, конечно. Вот. И у некоторых, в том числе и политиков, было ощущение, что Вторая мировая война будет протекать по тому же сценарию, по которому протекала Первая. Вот. А что это за сценарий? Это сценарий длинной, тяжелой, кровопролитной войны, которая доводит до белого коленя трудящиеся массы, основной становой хребет всех армий, и в результате в одной из стран, доведенной просто до исступления, до исступления вот этой империалистической войной, происходит социалистическая революция, как это произошло в 1917 году, а потом в других странах, потому что мировая империалистическая война – это своего рода инкубатор социалистических революций, как это выглядело по опыту Первой мировой войны. Дальше происходит социалистическая революция в одной стране, потом, может быть, в другой. Вот. Эти страны устанавливают между собой союз и борются против лагеря реакции. Вот. Но на первом этапе империалистической войны происходит прямо обратное. Наоборот, как это было во время Первой мировой войны, коммунисты оказывались в меньшинстве. Основная масса населения была обуреваема условно патриотическими чувствами, а иногда и даже шовинистическими. По всей Европе шли погромы, в России, в Англии немецкие, в Германии русские погромы шли. Вот, то есть первое время наблюдался совершенно обратный процесс. И в этих условиях куда-то вторгаться с целью насаждения социалистической революции – это подыгрывать лагерю реакции. Наоборот, в этих условиях куда-то вторгаться – это означало только одно – похоронить идею, да, потому что противники сплотились бы перед вот этой советской угрозой. То есть империалистический лагерь, в случае, если бы Советский Союз выступил агрессором, империалистический лагерь нашел бы почву для соглашения, и этой почвой был бы антисоветизм. Вот в 1939 году там Кирилл Александров, в частности, пишет, что Советский Союз мог, значит, заключить конвенцию, точнее, мог заключить пакт, а потом ударить Гитлеру в тыл, пока, значит, он был ослаблен войной на Западе. Это, на мой взгляд, это абсурд полный, потому что если бы Советский Союз это бы сделал, он бы тут же навесил на себя ярлык агрессора. Это было бы неминуемо использовано в пропаганде противника, то есть вот она советизация Европы, вот они варвары вторглись для того, чтобы уничтожить, и это бы, в отличие от реальной ситуации 1941 года, там тоже была такая пропаганда, не вызвало бы никаких сомнений. Причем было бы, вот они вторглись, это не мы к ним пришли, они к нам пришли, навязывают нам свою чуждую систему. Вот.
А это уже в свою очередь послужило бы неминуемо основой для соглашения между западными державами. Потому что если бы Советский Союз вторгся, не подписав никакой конвенции с Западом, западными демократиями, в которых был бы пункт о сепаратном мире, то это бы освобождало западные демократии от всяких обязательств, они могли бы спокойно договориться с Гитлером. Вот. Кроме того, скорее всего, при таких условиях никогда Советский Союз не получил бы никакого ленд-лиза. Никогда. Вот. А надежда на то, что СССР легко бы разгромил Германию, они смешно. И там Кирилл Александров пишет о том, что Советский Союз ударил бы в тыл утомленным польской кампании войскам вермахта. Ну, прям они так утомились за эти 3 недели. Да. Прям вообще. Измождены были буквально. Просто, да. Это, странно все это звучит. Поэтому советская армия могла бы оказать поддержку социалистическому правительству, если бы оно пришло к власти в результате социалистической революции. Но всем в 1939 году было понятно, что никакой потенции к социалистическому революции в Европе нету. Вот. И даже робкие надежды на поддержку финского пролетариата уже в конце 1939 года, если какие-то иллюзии у кого-то и оставались, то финской войной они были развеяны окончательно, потому что Финляндия, которая в 1918 году была расколота и вела войну вела гражданскую войну, да, красную против белых, в 1939 году подавляющее число населения, в том числе и бывшие левые, сплотились против советской угрозы, как это в их дискурсе звучит. Вот. Поэтому вот точно так же еще более жестко произошло бы при вторжении Красной армии в Европу, и это все понимали. Вот. И, собственно, опыт Первой мировой войны об этом говорил, потому что начало войны – немедленный рост шовинизма. Поэтому все разговоры о том, что Красная армия собиралась вторгнуться в Европу для ее советизации – это полный безоговорочный абсурд. Просто нет никаких ни доказательств фактических, ни философско-теоретических. Это никак не вытекает из философии марксизма-ленинизма. Вообще никак. Вот, собственно, и это очень важный момент, потому что никто никогда не пытается объяснить ситуацию с марксистской точки зрения. То есть все считают, что началась империалистическая война, да, Советскому Союзу было выгодно, когда два империалистических лагеря сталкиваются друг с другом. Но с какой целью им было выгодно? Им это было выгодно, с точки зрения передышки, Советский Союз получал время для того, чтобы копить силы, расшатывалась капиталистическая система. Она действительно расшатывалась, хотя и по другому сценарию, не так, как это было во время Первой мировой войны. Это отдельная большая тема, почему так. Вот. Но эта теория ни в коем случае не приводит нас к мысли, что там с самого начала Сталин пытался стравить два империалистических лагеря. Сталину выгоднее было чтобы война началась, чтобы он выступил союзником одной из сторон, но вдали от советских границ. Чтобы это произошло вдали от советских границ. Идеальная ситуация была бы с Чехословакией. Глубоко, ёлы-палы. Да, Повторюсь еще раз. Данные граждане все время производят впечатление каких-то, мягко говоря, странных пропагандистов, пропихивая, я не знаю, это сова на глобус с треском непрерывно натягивается. Какой же ты историк, если ты не смотришь сюда, а не смотришь сюда, это принимаешь во внимание, это не принимаешь. Очень странные персонажи. Хотя за деньги почему бы и нет, как говорится. Повторюсь, дорогие друзья, еще нас наверняка смотрят учителя истории, преподаватели истории. Я считаю, что все современные знания, самые важные по вопросу о причинах заключения пакта Молотова-Риббентропа, сконцентрированы вот в этой книге «Антигитлеровская коалиция. 1939. Формула провала». Всем рекомендую очень и очень. Спасибо, Игорь Николаевич. Не за что. А на сегодня все.